Девчонки, всем привет! Сегодня я хотела показать вам свой новый проект. На самом деле у меня уже очень много проектов на канале. И 100 использований, и утренний Project Pen, и основной Project Pen. И вполне возможно, что с точки зрения зрителя было бы удобнее вам объединить все эти проекты. Но дело в том, что мне, чтобы в этих продуктах не запутаться, чтобы какие-то не залеживались, чтобы все уходило равномерно, мне нужна какая-то система. Конечно, макияж — это удовольствие, это фантазия, это то, что зависит от нашего настроения, мы должны им наслаждаться, и я действительно наслаждаюсь своими продуктами, но, тем не менее, я не хочу забывать о каких-то продуктах, которые я люблю, поэтому и ввожу для себя такие проекты. Мне действительно нравятся макияжи, которые мне получаются, и на данный момент у меня получается, что 2 раза в неделю я крашусь основным Project Pen, 2 раза в неделю я крашусь проектом 100 использований, 2 раза в неделю я крашусь продуктами, которые выбираю на неделю себе, какие я хочу. И вот у меня остается еще один день. Точнее, я его выкроила из основного Project Pen. Это не значит, что я там, не поймите меня неправильно, не значит, что я там себя составляю, что у меня там какое-то расписание. Нет, я просто так привыкла краситься. Я в будни крашусь уже готовым набором продуктов. Мне так проще. Схватил косметичку, побежал, накрасился, и ты готов. А на выходных я беру уже что-то особенное, более размеренное, тогда выбираю там, что мне нравится. Поэтому это не в смысле, что я там себя насилую или что я там вот настолько педантичная, что у меня там галочки там стоят по пунктикам, по расписаниям макияжа. Нет, конечно, просто я к чему это все веду, извините за долгое отступление. Я решила в еще один день недели добавить себе день красной помады. Я давно думала об этом, думала, как оформить этот проект, потому что дело в том, что я очень люблю красные помады. Мне нравится, как они на меня смотрятся, но мне вообще некуда их носить. То есть абсолютно. Я мама в декрете, я живу в жарком климате, и здесь у меня такой тип внешности, который не предполагает красную или темную помаду на повседневной основе, потому что есть такие девочки с таким типом внешности, которым идет максимально красная помада, на которых она смотрится не вызывающе, а вот просто как будто это дневной вариант. Это вообще супер круто, я очень завидую таким типажам внешности, но я не такой человек. На мне красная помада — это всегда что-то, ну, для меня вау, то есть экстра. И я решила для себя сделать раз в неделю вечер красной помады, и это будет пятница. Поэтому я решила, что по пятницам я буду делать макияж, который подходит именно под красную помаду, чтобы мои любимые красные помады, которые у меня есть в коллекции, чтобы они не застаивались. И я вытащила все свои красные и около красные цвета. У меня тут получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 помад. И получается, что я буду краситься одной помадой раз в неделю. Я думаю, что для красного цвета это и так много. Если бы я не добавила этот проект, эти бы цвета просто так и стояли, я знаю, потому что когда я крашусь, когда я делаю макияж, я по привычке делаю акцент на глаза, и после того, как я уже сделала акцент на глаза, как правило, красная помада неуместна, поэтому все эти цвета мной расходуются крайне редко. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас посвочить с вами эти цвета, а также показать вам, какой макияж глаз у меня будет под все эти оттенки. Давайте смотреть мои красные помады. Во-первых, у меня есть вот такая вот лимитка от Bobbi Brown. Это была коллекция с Улой Джонсон. Оттенок тут Лулу. Это, по-моему, не лимитированный оттенок. И это вот такой вот очень красивый красный цвет. Но, насколько я помню, видите, я даже не помню, как он на губах. Насколько я помню, на губах он больше уходит в холодинку. Посмотрим, как он будет на мне смотреться. Это вот такой вот цвет. Очень красивый. Для меня он максимально ассоциируется с летом. Давайте действительно пройдемся по красным помадам. Значит, еще у меня есть, это моя любимая красная помада всех времен. Это KVD Under Age Red. Это шикарная помада. Что-то она тут вот окислилась. Ну, ей уже не 1 год. И KVD уже, по-моему, такие не выпускает. Вот для меня это идеальный красный цвет.
Она уже холоднее. Она плотная, хорошо сидит на губах. Я ее действительно люблю. Вот ей я хотя бы крашусь в течение года, то есть за прошлый год я ей накрасилась раза 3. Вот этой помадой я за прошлый год так ни разу и не накрасилась вообще. Также у меня есть вот такая вот лимитка от Dior. Это рождественская коллекция из их помад Diorific, оттенок 072. Угадайте, почему я взяла эту помаду? Исключительно из-за снежинок на стике. Очень красиво, безумно. Выглядит она вот так. Она чуть-чуть холоднее, чем KVD, и нравится мне чуть меньше. Забываю открывать. Ей я пыталась накраситься на Новый год. Мне вообще, на самом деле, не очень нравится качество помад Dior. Она тут отпечаталась, у нее рельеф портится. Не очень нравится мне их качество, потому что, ну, как-то они не так сидят, расплываются, им нужен карандаш. Она очень маркая. Ну, помада красная в кремовой формуле — это вообще очень странное мероприятие, но тем не менее она у меня исключительно такой рождественский вариант, но 2 Рождества прошло с тех пор, как она у меня есть, ни одно Рождество я ее не выгуливала. Я подумала, что все, хватит, надо носить красные помады, надо носить. Есть у меня еще вот такая вот лимитка от MAC. Это коллекция бронзинг, которая выходила, я уже не помню даже когда. Это оттенок Can Do. Тоже я ни разу его не выгуливала. Короче, хватит, я буду пользоваться всей своей косметикой. Это бальзамная помада. Она более холодная. И даже смотрится, по-моему, и недостаточно красной на губах. Видите, я даже не помню. Возможно, я перенесу потом эти какие-то помады, уберу. Если вот это вот окажется просто розовой на губах, вполне возможно, что она подойдет и на повседневку. Еще у меня есть вот такая помада. Это чуть ли не единственная бюджетная помада в моей коллекции. По-моему, еще у меня одна такая есть от Revolution. Это Revolution, обычная кремовая помада в оттенке Виктория. И это коллаборация с мультиком «Труп невесты». Я обожаю Тима Бертона, обожаю его творчество, и взяла на Asos эту помаду исключительно из-за самой коллаборации. Сам стик выглядит вот так. И так как в нем мало особенного, то я храню его вот в этой упаковке, потому что тут офигенная вот эта вот иллюстрация платья от Виктории. Цвет красный, более темный, более такой вампирский. И вы думаете, я ее носила хоть раз? Конечно, нет. Поэтому вот так. На сводче она, кстати, плешивая. Посмотрим. Вот у меня хотя бы еще задача и разобраться, какие из этих помад стоят того. Вообще, если она, например, плохого качества, я тогда эту помаду просто не буду использовать, а оставлю в коробке вот так. Пусть она мне напоминает об этой коллаборации и о моих предпочтениях в кино. И осталось у меня еще 3 помады, которые не совсем красные, так сказать. Вот, например, вчера я пользовалась вот этой помадой от Fenty. Оттенок у нее Spunked. И мне она очень нравится, но опять же я ее так редко носила, по-моему, всего пару раз. Потому что пока у меня не было рыжих волос, мне эта помада была очень яркая. Хотя по сравнению с остальными достаточно приглушенный, носибельный цвет, очень благородный. Мне очень понравилось, как она смотрелась. Значит, она тоже в проекте, так сказать. Осталось 2. Вот эти помады, они более сливовые. Во-первых, это Баксом. Очень красивый цвет. Это Dolly Dreamer. Выглядит он вот так. Ну, тоже для меня это не повседневные цвета. Я очень люблю формулу помад от Баксом, но конкретно в этом цвете помаде нужен карандаш. У меня есть для нее карандаш.
И вот она такая сливовая, холодная. Я решила добавить ее в проект, потому что, ну, я ее не буду носить в повседневной жизни, хотя, кто знает, я попробую макияжи со всеми этими помадами и, может, какие-то потом уберу. И последняя моя помада, это вот такая красотка от Gucci, тоже в каком-то лимитированном кейсе. Здесь красивущий оттенок 203, Mildred Rosewood. И вот так вот она выглядит. Давайте посмотрим, на что она похожа. Она вообще бальзамного типа. Я ее попробую, вполне возможно, что она, как и вот эта помада, уйдут из проекта. Я смогу пользоваться этими помадами на повседневной основе. Тем не менее, она достаточно темная в стике, и я ее добавила. Она как будто бальзамная формула какого-то вот этого или вот этого цвета, что-то среднего. Вот, собственно, мои красные помады. И к таким помадам нужен специальный макияж. Я думаю, это очевидно. Не получится делать мой привычный пастельный или какой-то там такой яркий макияж и делать также и красные губы. То есть получится, но это не в моей эстетике. Поэтому я хочу вам показать продукты для глаз, которые я буду использовать в рамках этого проекта. Получается, раз в неделю, когда буду пользоваться вот этими помадами. Начать хочу, показав вам вот этот вот стик от By Terry. Это миниатюрка их карандаша в оттенке Bronze Moon. Эта штучка валяется у меня уже года 2. Я думаю, что его надо выводить. Я пробовала делать вчера макияж с этим оттенком, он очень красивый. Он очень красивый, я буду использовать его как подложку. Здесь его вот столечко. Извините, он тут у меня чумазый. Здесь его вот столечко. Я, наверное, отмечу на крышечке, как обычно, поставлю точечку. И будем с вами смотреть, сколько его уйдет. Далее, как топпер поверх вот этого карандаша, я хочу взять свои последние жидкие тени из коллекции, которые у меня еще не задействованы. Это очередной оттенок от Marc Jacobs. Это оттенок 90, Topaz Flash. Красивый коричневый оттенок, который самостоятельно невозможно нанести ровно. Он практически совпадает с вот этой вот Bronze Moon от By Terry. Но он с блесточками, и я вот так вот вчера подтушевала, и в итоге получилось очень красиво. На глазах получились такие коричневые смоки. Я уже поставила отметку, By Terry забыла отметить. Но это еще не все. У меня есть несколько однушек теней от Ofra, которые у меня не влезли ни в одну магнитную палетку, и они вот так вот болтаются однушками, я не знаю, что с ними сделать, и качество у них хорошее, но оттенки совершенно базовые, и их некуда деть, и выбросить жалко. В общем, я решила, что я их тоже добавлю в этот проект. Это вот такие 3 оттенка. Все они были в одной палетке, я их выковырила, хранила в магнитной, потом в магнитной не осталось им места, и вот мы здесь, вот они в этом проекте. Вот такой вот светлый, молочный оттенок, немножко такой сатиновый. Вот такой вот коричневый, опять же сатин. И вот такой вот очень красивый оттенок. Вот этот я использую в качестве хайлайтера, теперь по пятницам. Ну, давайте, в качестве хайлайтера он очень красив. И вообще у Ofra формула шиммеров максимально приближена к их формуле хайлайтеров. Он очень красиво смотрится легкой кистью, потрясающе. А вот эти 2 оттенка пока не знаю. Вот этот вот оттенок я пристроила в уголочек глаза. А вот этот темный оттенок, он как бы он дублирует кремовую тень от By Terry. Поэтому им я, наверное, начну пользоваться, как только By Terry закончится, что ли. Ну, в общем, я подумаю. Либо на нижнее веко, ну, хоть как-то, в общем. И вот с таким вот коричневым
сочетанием получаются очень красивые легкие коричневые смоки, с которыми красная помада смотрится хорошо. Я сейчас приложу видео или фотографию макияжа, который у меня получился в пятницу в предыдущую. И мне он очень понравился. Мне кажется, что с таким макияжем глаз хорошо сочетаются и зеленые глаза, и рыжие волосы, и красная помада. Вот в итоге у меня получается 8 оттенков красных помад. Я пока не знаю, то есть я не хочу закончить все эти помады, надо понимать, что это нереально, да, я просто хочу их задействовать. И я понимаю, что раз в неделю одна красная помада, это вот 8 раз за 2 месяца как раз все помадки мной будут опробованы. Поэтому давайте мы с вами будем встречаться, ну, наверное, раз в 2 месяца и смотреть прогресс по вот этим теням, по сухим текстурам, по кремовым. И мои какие-то впечатления спустя 2 месяца об этих всех оттенках, о том, что я о них думаю, как их носить. Так что вот такой какой-то непонятный около Project Pen. Ну, главное, это проект, который просто стремится задействовать, да, все категории продуктов моих. Потому что вот красные помады — это та категория, которую я очень люблю коллекционировать, но очень всегда забываю, либо стесняюсь использовать. Поэтому я надеюсь, что в пятницу вечером у меня будет теперь каждую неделю повод выгулять красную помаду. Ну, хотя бы просто по набережной, что ли, пройтись. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Всем отличного дня, прекрасного настроения, здоровья. Всем пока-пока.